Всем привет! Добро пожаловать в очередную постройку в Sims 4. Сегодня мы обустраиваем квартиру для писателя и его семьи. То есть здесь смысл всей постройки в том, что в семье есть один из взрослых, который является таким публикуемым автором, у которого есть большой кабинет. И в принципе вся квартира построена так, чтобы именно этому члену семьи было комфортнее всего. Так бывает, когда кто-то добился большого успеха, все вокруг начинают танцевать вокруг него, и все самое удобное, комфортное, вкусное отдается именно ему, потому что он самый лучший, самый главный в этой семье. Так вот, здесь это проявляется за счет того, что окна, есть самые большие окна, в общем, именно в мастерской этого писателя, и выход на балкон, но, к сожалению, выход на балкон не действительный, Sims 4 почему-то сделал балкон, сделал его не кликабельным, то, что нельзя его не обустраивать, не выходить туда, что немножко странно, потому что в Сан-Мишуно есть такая квартира, где балкон абсолютно функциональный. Здесь же нам сказали фигушки. Ну, ладно, мы это пережили. Так вот, как раз-таки комната писателя нашего, она расположена в самом лучшем месте. И за счет того, что кухонный и такой отдыхательная зона, кухонная и отдыхательная зона у нас без окон, так вот получилось. В принципе, эти квартиры тоже грешат тем, что маловато окон не сделали, мне кажется, разработчики, прям пожалели окон, честно. В общем, не досталось окон этой квартире нормально, потому что все-таки спальня я сделала с окнами, потому что мне кажется, что если спальня будет без окна, это какая-то кроличья нора или нора крота, в общем, это совсем грустно. Так вот, к чему я это все веду? К тому, что я сделала достаточно светлую кухню, потому что если бы я еще и темную кухню сделала, то вообще прям правда нора была. И сделала такой тропический уголок в виде зоны с телевизором, с диванчиком и так далее. В общем, постаралась максимально сделать яркие, обойки пошли, вот эти одни из моих любимых, которых я раньше опасалась и теперь обожаю, потому что поняла, насколько они прекрасны, замечательны, интересно смотрятся в интерьере. Так вот, мне кажется, они создают такую особую атмосферу, то есть имитируют окно, можно так сказать, то есть предлагают нам немножко зелени. Мне кажется, даже в такой обстановке будет как-то и повеселее, и покомфортнее, по сути. И я там поставила много-много цветов. Мне кажется, что за счет того, что один человек тут такой творческий, весь такой занятой, он постоянно работает, пишет, то есть закрывается в своем кабинете. Я там, кстати, даже сделала отдельный туалет и душ, чтобы он не гремел всеми частями, не ходил, не хлопал дверью, например, ночью, а спокойненько, быстренько принял душ и продолжил работать. Так вот, то второй член семьи, он посвящает себя тому, что создает вокруг уют, комфорт, готовит кушать. Плюс у этой семьи 2 детей, скорее всего, 2 девочек, потому что, такая достаточно девчачья комната у меня на самом деле получилась. И вот эта жилая зона, отдыхательная, как я говорю, зона, она вся увешана цветами, то есть это такое прям райское местечко, комфортненькое, где можно по-настоящему отдохнуть, расслабиться и даже не замечая, что нет окна. И, как я уже упомянула, я еще сделала детскую, то есть здесь есть одна спальня для взрослых, где двухспальная кровать, и есть детская спальня с кроватью для тоддлера и для подростка или школьника, и есть письменный стол, игрушки, все, что нужно такого возраста детям, все есть в наличии. В принципе, квартирка мне очень понравилась, какая-то она такая достаточно уютная получилась, интересная. Плюс я в Evergreen Harbor очень мало строю в квартирах, при том, что я была так счастлива, когда они появились, что вот есть еще одни квартиры, потому что я обожаю обустраивать квартиры, но почему-то как-то, не знаю, они немножко странноватенькие такие, плюс
когда вы заезжаете в квартиру в Сан-Мишуна, можно просто снести весь участок, и как бы у вас останутся голые стены. Когда здесь это делаешь, то ты проваливаешься на первый этаж, и, в общем, это немножко странно, и приходится все вручную удалять. Это долго, муторно и неинтересно. Кстати, над входом в кабинет писателя я повесила такую красную лампу. Ну, типа, если она светится, то заходить нельзя. Ну, то есть, как бы, здесь вся квартира подчинена тому, что здесь живет творческий человек, которому нельзя мешать, которому нужно создавать все условия. Ну, повторюсь, такое бывает, когда один из взрослых или как раз-таки не совсем взрослых людей добился каких-то результатов, вокруг него все скачут, пляшут, потому что, скорее всего, деньги зарабатывает именно этот человек, он их снабжает, обеспечивает им комфортную жизнь, поэтому от него зависит благополучие всей семьи, поэтому как бы вокруг него и пляшут. Вот, поэтому как бы над кабинетом висит красная лампа, что типа если она зажжена, значит заходить нельзя, значит беспокоить нельзя. Спальню взрослую я сделала самую обычную, двухспальная кровать, шкаф. Я еще сделала такое типа место для того, чтобы можно было привести себя в порядок, с зеркалом, со столиком. Ну, там есть, конечно, красивые столы не для макияжа, ну, как бы что-то около того, но они очень большие, а комнатка у нас не очень такая большая, честно признаться, поэтому я симпровизировала со столиком из компактной жизни. И, кстати, я один из первых разов попробовала вот этот шкафчик. Это, по-моему, «Эко-жизнь», но всегда он мне казался каким-то таким громоздким, непонятным, ну, в общем, большой и непонятный. Но здесь, мне кажется, он стал очень даже кстати. Я начинаю как бы понимать очарование этого шкафа. Но я постепенно, на самом деле, привыкаю к каждому из дополнений. То есть я сначала очень сильно очаровываюсь, потом разочаровываюсь, потом начинаю пробовать, и как бы все, ну, всякие там предметы, особенно, я начинаю потихоньку осваивать, так с опасочкой, ну, потому что я, ну, не знаю, как-то я не люблю перемены, я люблю, когда выходят новые дополнения, но я тяжело переживаю какие-то перемены, поэтому для меня какие-то изменения в наборе это очень как-то волнительный, я долго к ним привыкаю. Кстати, к нарядным ниткам, вот к этим игрушкам я уже абсолютно прикипела всей душой, очень быстро, не знаю, мне как-то очень нравится, они разбавляют каждый интерьер и добавляют в него такой откровенной жизненности. А комната девочек получилась такая миленькая, розоватенькая, серенькая, и очень хотелось все розовенькое сделать, но я себя останавливала, старалась все-таки немножко более приглушенно и разбавлять другими цветами. Получилась такая очень милая, уютная, мне кажется, ну, такая очень, очень девчачья, но не девчачья, ну, в общем, такая достаточно комфортная. Все, что нужно есть, то есть у них и книжный шкаф, и шкаф для одежды, и 2 кровати, и светяшки немножко я добавила, игрушки, и все, что нужно нашим школьникам и тоддлерам. И получается, у них одна есть общая ванная, то есть один душ и туалет в кабинете прям, а это общий, и я сделала его такого веселенького цвета зубной пасты, бирюзовый какой-то такой, голубовато-бирюзовый. Вот, я редко использую такие цвета, но что-то захотелось именно такого, чего-то яркого. В туалете, ванной для писателя я поставила минимальное, все маленькое, потому что как бы, все здесь маленькое, я максимально минимальный в общем сделала туалет, чтобы он не занимал много места, чтобы он был, но не занимал много места, поэтому примерно так. Плюс я разместила стол, который идет в награду для писателей, или, по-моему, то ли для журналистов, то ли для писателей. В общем, для писательской карьеры. Он такой прикольный, с ящичками, уже немножко хламленный, плюс внутри там еще что-то пописано, какие-то наклеечки, ну, стикеры наклеены, он такой обжитой очень сильно. Но книжный шкаф, который идет в комплект, мне не очень понравился, хотя он очень узкий и достаточно удобный, вот если нужно что-то такое вместить. Но я его поставила так чисто для комплекта. И поставила еще 2
книжных шкафов, которые выглядят как картотека или что-то такое. Вот они мне очень нравятся, и мне кажется, для писателя, особенно, возможно, если он научпоп какой-нибудь пишет, то ему нужно очень много разных материалов, которые должны где-то храниться под рукой, и вот такие книжные шкафы как раз для этого очень даже подходят. Плюс я поставила тумбочку-картотеку конкретную, прям такую с маленькими ящичками. Тоже, если есть такая система ведения заметок на карточках, такой шкафчик очень даже не помешает, я о таком тоже мечтаю. Я, кстати, очень сильно хотела поставить здесь кофемашину, такую обычную кабельную, типа. Но, к сожалению, она не ставится на любую поверхность, даже на пол не ставится, поэтому пришлось от этой идеи отказаться. Но она была бы здесь очень-очень уместна. И на этом все. Приятного дальнейшего просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих постов. Пока-пока.